Вот я сейчас понимаю, почему мы все-таки с тобой решили в этом плане действовать вместе, соединить две части, потому что когда ты рассказывала, что тебя что-то не устраивало в западной астрологии, да, это то же самое, что меня всегда немножко, ну, ты уже знаешь, да, когда обращаешься к астрологам, они тебе говорят, а ты это не совсем можешь правильно уложить и соотнести со своим мировоззрением, со своим восприятием эту информацию. Вот даже взять ту же пресловутую Венеру, когда ты мне все время толдычила, что у меня Венера в первом доме, и ты мне все время: "А что ж ты хочешь? У тебя Венера в первом доме, она еще у тебя с Марсом". Она до меня не доходила до последнего вот дня, когда ты мне опять сказала, что у тебя Венера в первом доме, и я вот впервые в жизни осознала и поняла, как она у меня в первом доме. Мгм. И как она у тебя в первом доме? Ну, а как она у меня в первом доме? Вот, например, вот это вот, то есть я иногда делаю вещи, которые я не понимаю, зачем я их делаю, но я их почему-то постоянно делаю. Я могу что то постить вечно красивое, да, я могу что-то искать, идти и смотреть: "Ой, вот это вот надо про это рассказать, это надо сфотографировать". И до меня только сейчас стало д а я не вот моя личность, если мы будем говорить про личностную психологию, да, Мгм. она она не ну, она это делает, но она не очень понимает, зачем. То есть на личностном уровне она мне не холодно, не жарко от того, что там мне хочется что-то сделать, но я это делаю помимо какой-то вот, ну, вот какая-то сила другая меня ведет. Это не какие-то там, что меня погладили по головке, похвалили или еще что-то, да. И Мгм. это же про это. Ну, в том числе, потому что Венера в первом доме, она всегда будет толкать человека на какую-то красоту. То есть человек будет чувствовать эту красоту, и он будет ее стараться наводить, эту красоту. То есть он через все свои действия он будет делать что-то красиво. Ну, например, я помню, как ты готовила кофе для девочек. То есть кофе готовилось хаотично, но разливалось и подавалось очень эстетично. У тебя это получается просто, ну, естественным образом. Вот, и именно вот это вот понимание, то есть что, наверное, не хватает в чистой астрологии, вот когда люди обращаются к астрологам, да, вот, наверное, не понимаю, вот там не хватает вот этого донесения до человека той важности информации лично для него, поэтому мне очень интересно и важно, например, работать с тобой в едином тандеме, да, потому что вот именно здесь, если к тебе обращается человек, ну, например, там, я не знаю, к тебе обращается клиент, или потом ты его, может, там направляешь ко мне, или я клиента направляю к тебе, да, именно вот эти вот, когда пазлы все схлопываются. Мгм. И это вот, наверное, один из таких, наверное, я не знаю, как это назвать, одна из причин, да, по которой мне хотелось бы все-таки психотерапию дополнять и ведической астрологией тоже, потому что она реально работает и она важна для людей. Мгм. Ну, то есть ты считаешь, что астрология может каким-то образом помочь человеку в понимании самого себя, то есть как бы самопознание, чтобы потом при помощи, с твоей помощью ему еще лучше как-то понимать и переориентироваться? Но смотри, вот про какую вот не знаю, ну, если Я говорить, сейчас говорю только про джотиш вот, астрологию. да, есть вот про ведическую Да, астрологию, да, да, только ведическую. мне кажется, что вот в данном отрезке времени, вот сейчас, вот именно вот в 21 веке, вот именно вот в наше время, да, Мгм. именно ведическая астрология, мне кажется, она поможет через психологию, через психотерапию или совместно с ней, она поможет людям принять, во-первых, тот факт, что мы перешли в эру Водолея, Мгм. что это не эра водного знака рыб, а что это эра Водолея, что мир меняется, и он реально меняется, мы не можем это не замечать, потому что меняется все и очень быстро, и ты не успеваешь даже следить за тем, как что-то происходит, да, и поэтому мне кажется, что да, она выводит даже человека, она помогает выводить человека на более
другой уровень, на более духовный. Но духовное — это не в плане религии, да, а на более духовное — это когда ты понимаешь свое высшее я, свое суперэго, когда ты выходишь за рамки своей личности, за рамки личностной психологии, да, и ты воспринимаешь себя как, частицу Вселенной, как частицу всего этого мира. И это упрощает, должно упрощать людям, жизнь.